Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, вторая потрясающая Настина рука. Мы с вами эту руку делали на канале. Посмотрите, этот дизайн относился, но тем не менее он настолько же прекрасен, насколько он от меня уходил. Очень понравилось мне это сочетание. Между прочим, очень быстро, очень просто делается. Если кто-то вдруг не видел, обязательно посмотрите. Безумно простой дизайн, который просто потрясающе выглядит. Мы же тем временем, как и вчера, выполняем Насте коррекцию, убираем по максимуму длину. Настя моя решила выучиться на реснички, поэтому ей нужны короткие ноготки. Убираем материал, убираем длину, отодвигаем кутикулу, наносим праймер, базовый гель. В общем, все по схеме. Как же мне уже надоело говорить одно и то же. Как же вам уже, наверное, надоело одно и то же от меня слушать. Но, тем не менее, как молитву, каждый раз при работе с клиентами мы для себя повторяем: убираем материал, отодвигаем кутикулу, убираем птеригий. Обязательно, именно он является причиной отслоек. Наносим праймер, наносим базовый гель и переходим к моделированию. Моделирование сегодня будем выполнять гелем средней вязкости. Можно было бы выполнять в технике безопила, но мы не будем этого делать. Почему? Хотите, я хоть раз вам объясню полную причину, почему не нужно делать в технике безопила? Вот если хотите, напишите в комментариях, и я вам расскажу 500 вариантов, после которых вы тоже скажете, что мне эта безопильная техника и нафиг не нужна. Мы же тем временем опиливаем. На опил 10 ногтей уходит минут 15-20 максимум. То есть, грубо говоря, это 1,5-2 минутки на ноготок. Это не так уж и много и совершенно незаметно. А теперь же переходим к покрытию. Покрываем ноготки очень красивым серым оттенком. Поскольку на одной руке у нас уже выполнен дизайн, мы сделали туда безумно красивые весенние подснежники. Вторую руку на контрасте с первой мы решили сделать попроще, побыстрее. Ну и, собственно говоря, нас в этот раз поджимало время. У меня была записана еще одна клиентка, поэтому нам нужно было управиться побыстрее. Поэтому на эту руку мы делаем какой-нибудь простенький 5-минутный дизайн. Я назвала эту серию дизайнов на канале «Торописьками», но почему-то это название зашло не всем. Мне уже пару раз делали замечания по поводу того, что нехорошо такими словами выражаться. Ну, значит, мы не будем, но тем не менее, этот дизайн безумно простой, очень быстрый. Итак, мы нарисовали для себя зоны, в которых будем располагать будущий дизайн, элементы дизайна. В качестве элементов у нас будут цветочки. У нас уже весна, нам уже зимы не хочется, у нас уже довольно-таки тепло, поэтому никаких зимних снежинок у нас уже не будут, будут цветочки. В качестве отбивочного материала используем гель хроматик, который вот такими вот серебряными безумно красивыми линиями укладываем по краю своей зоны.
Далее переходим к рисованию цветов. Делаем сначала заготовку для серединки и потом черной красочкой рисуем контуры. Цветочки у нас безумно простые, очень легкие, состоящие только из тонких линий. На самом деле, если вы умеете рисовать тонкую линию, значит вы умеете рисовать абсолютно любой дизайн ногтей. Если же не умеете, вот здесь уже становится немножечко посложнее, надо научиться. Если у вас не получается научиться самостоятельно, я могу вам в этом помочь. Ссылочку ищите в описании. Мы же тем временем набрасываем для себя тонкими линиями заготовочки для цветочков. И, собственно говоря, далее нам останется все это немножечко вытянуть именно правильно, именно так, то есть добавить теней. И добавить в серединку какой-нибудь украшаловки для своего цветочка. После перекрытия дизайна финишным покрытием белой красочкой поверху еще разочек прорисовываем лепестки. Тогда цветочек получает еще дополнительный объем, окончательно прорисовывается и становится просто замечательно симпатичным.
Итак, вот такой вот дизайн ногтей у нас с вами сегодня получился. Очень красивый, очень строгий, очень интересный. На самом деле я еще не знаю результатов голосования, какая рука победила, какая рука была красивее, это или с подснежниками. Обязательно посмотрю, думаю, к этому моменту я уже буду знать. Ну и, собственно говоря, в следующий раз, Настя, мы сделаем две какие-нибудь другие руки, между которыми тоже устроим соревнование. Поэтому, надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Встретимся с вами в новых уроках. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!